Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». По многочисленным заявкам сегодня даю астропрогноз для заготовок на июнь 2019 года. Очень важно, когда проходит Луна, по каким знакам. Очень важно для того, чтобы качественно заготовить продукцию, то, что вырастили. Ну и есть многочисленные заявки, просьбы, чтобы я подсказала, когда лучше заготавливать сено, собирать зерновые культуры, лекарственные травы. Я как раз учла вот эти все ваши пожелания и предлагаю вам познакомиться с этим астропрогнозом заготовок на июнь 2019 года. Начало месяца было замечательное для различных заготовок, а вот 5-6, когда растущая луна будет находиться и уже находится практически и сегодня уже завершает вот свой ход по знаку Рак, конечно же, здесь лучше не собирать урожай, быстро происходит загнивание, очень насыщены плоды, ягоды водой, поэтому консервация долго не хранится. Что в таких случаях, если, допустим, собрали ягоды и нужно их использовать быстро? Я делаю заготовки, использую для этого желфикс, агар-агар. И, естественно, не заношу эту продукцию в погреб и не консервирую, а просто в холодильник и используем в первую очередь все вкусняшки. Также нельзя в этот день собирать семена. Нельзя собирать зерно, нельзя косить траву, потому что она водянистая и будет очень быстро портиться. Зато 7 и 8 июня, когда растущая луна уже будет в знаке Лев, здесь замечательное время для того, чтобы косить сено, рубить дрова, заготавливать, также складировать уже готовое сено, дрова на хранение. Очень хорошее время для сбора и для сушки лекарственных различных трав. И это замечательное время для заморозки, для консервации. Ну, естественно, сушим плоды и ягоды, если есть в этом необходимость. Очень хорошая качественная продукция получается. В это время очень мало воды в плодах и ягодах. Затем 9 и 10 это уникальный день, Дева. Вот это один из дней корня, когда нельзя также закатывать в банки. Появляется плесень. У меня уже столько раз было различных экспериментов с этими днями. Так вот, при растущей или при убывающей луне в Деве лучше всего получается заморозка. Она качественная, можно сушить, но вот с консервацией в банках получаются проблемы. Поэтому учтите, 9 и 10 лучше эти дни пропустить с консервацией. 11-12 здесь замечательные как раз дни, когда можно уже все виды заготовок использовать. И консервацию, и сушку, заморозку. В это время очень хорошо собирать семена цветов, других растений различных, лекарственных растений. И в это время хорошо косить тоже зерновые различные культуры и сено. Затем снова у нас период, когда нужно будет пропустить работы с заготовками. Это время Скорпиона 13, 14 и 15 числа до 15 часов. 15 июня до 15 часов. Вот этот период быстро загнивают все плоды и ягоды. Очень много воды в плодах и ягодах, поэтому консервацией не пользуемся. Если уж что-то делаем, то, естественно, очень быстро используем, храним в холодильнике и сразу же идет на стол. Также нельзя использовать в это время работы, связанные с заготовкой сена, дров. Нельзя собирать семена, лекарственные травы, они будут некачественными. Зато уже 15 после 15 часов, когда растущая луна зайдет как раз в знак Стрелец, вот здесь начинается замечательный период для заготовок. Здесь и сушка, и заморозка, и уборка зерновых. Очень хорошо зерно будет храниться, и качественное зерно получается. Здесь можно также сушить, собирать лекарственные травы, сушить,
Стрелец очень хороший такой знак для того, чтобы практически все виды заготовок использовать. Это наиболее засушливый и сухой знак. И я заметила вот такую особенность, когда сушу именно собранные в этот период плоды и ягоды, очень быстро они проходят сушку и получаются очень качественными. Затем замечательный период получается довольно-таки длинный, вот, когда уже Луна теперь уже будет в Козероге убывающие, будут как раз в Козероге очень хороший период для всех видов как раз заготовок. Любые заготовки, консервация, заморозка, сушка, сбор, обмолот зерновых культур. И очень хорошо в это время заготавливать сено, складировать сено, дрова также складировать. Очень хороший период. И вот далее будет 20, 21 и 22 до 17 часов. Вот это замечательный период, это еще будут дни Водолея. Здесь тоже очень хорошо сушить, собирать сено, складировать сено, обмолачивать зерновые культуры, семена очень хорошо собирать, цветочные, различные лекарственные травы. Вот это очень хороший период, и он у нас будет продолжаться до 22 июня, до 17 часов. Ну а после 17 числа Луна войдет в знак Рыбы, поэтому нужно будет до 23 и до 24 включительно пока сделать перерывчик. Здесь происходит с плодами, с ягодами быстрое загнивание, очень высокий процент воды находится в плодах и ягодах, консервация долго не хранится. Также нельзя в это время собирать семена, косить сено, и, естественно, складировать сено и собирать урожай зерновых, эфирно-масличных, любых культур. Ну а затем наступает очень хороший период, как раз 25-26, когда Луна будет в знаке Овен. Очень хорошо в это время собирать лекарственные травы, эфирно-масличные травы. Овен как раз покровительствует вот этим растениям. Хорошо косить зерновые, консервировать, замораживать, сушить. Но абсолютно все виды работ приветствуются и получаются качественные продукты. Сено в это время хорошо косить, дрова заготавливать, рубить и складировать. Ну и еще такой замечательный период, он как раз будет длиться с Овна, Луна перейдет в знак Телец. Здесь также все виды, абсолютно все виды работ здесь. И можно консервировать, сушить, замораживать, сено косить как раз. Очень качественный получается продукт. Зерновые культуры, абсолютно все работы, связанные с заготовками, это все мы можем делать 27, 28 и 29 июня. Кстати, и 30 июня, последний день как раз месяца, завершающий день, будет в знаке Близнецы. Здесь тоже очень хорошее время для сбора зерновых культур, сенозаготовки, особенно цветы для зимних букетов можно будет нарезать и сушить. Получается очень красивые букеты и сохраняется цвет. Здесь можно сушить, замораживать, консервировать. Абсолютно все можно делать. Ну вот самые удачные дни для консервирования, заготовки, вот эти все мы определили, и мы также определили те дни, когда лучше пропустить и не испортить продукты, то есть те плоды и ягоды, которые были выращены в такой сложный период 2019 года, и нам нужно сделать все, чтобы в хорошие, благоприятные периоды, удачные периоды собрать, переработать и заложить на зимнее хранение. Комментируйте, если вам понравилось, ставьте лайки, задавайте новые вопросы. Ну а я, Раиса Греченко, сегодня с этой темой у меня уже все. Я прощаюсь с вами до следующего видео. Желаю вам всего самого доброго, удачных, вкусных заготовок.